Мир КПП кажется ослепительно блестящим. Сцены, фанаты, улыбки, сияющие глаза, но за этим идеальным фасадом скрывается то, о чем редко говорят. Там, где миллионы поклонников видят единство и дружбу, порой кипят настоящие страсти, ревность, обиды и даже молчаливые войны. Одни айдолы бросали друг другу дерзкие строки в песнях. Другие избегали совместных эфиров, будто каждый взгляд мог выдать скрытую ненависть. А кое-кто даже оказался в центре слухов о тайных конфликтах с актерами, где профессиональные рамки давно перешли в личную неприязнь. Сегодня мы погрузимся в самую темную сторону индустрии, 10 историй о корейских звездах, между которыми, по слухам, вспыхнула вражда, ревность или холодное соперничество. Их улыбки на сцене – лишь маска. Правда же гораздо глубже и порой опаснее, чем фанаты могли себе представить. Бобби и Намджун, когда строки в песнях превратились в оружие. На сцене они выглядели как представители двух эпох кей-попа. Два рэпера, два лидера, два пути. Но однажды обычные рифмы превратились в намеки, а фанаты – в детективов. Бобби всегда был дерзким. Для него рэп – это бой. В одном из треков он резко прошелся по кукольным айдолам, утверждая, что настоящих артистов среди них мало. Строки зазвучали слишком уж знакомо, и многие решили, он намекает на Намджуна, спокойного, интеллектуального лидера BTS, который совмещал статус айдола и уличного рэпера. Сеть взорвалась. Одни защищали Бобби, мол, он говорит правду о жанре. Другие видели в этом зависть к мировому успеху BTS. Когда Намджуна спросили о конфликте, он ответил спокойно, если бы кто-то хотел настоящей ссоры, говорил бы прямо. Ни угроз, ни обид, только холодная уверенность. Но именно это молчание подогрело интерес сильнее любых слов. Фандомы разделились. Каждое появление обоих на премиях рассматривали под лупой, встречаются ли взглядами, кивнули ли друг другу. Даже простое отсутствие контакта становилось доказательством вражды. Так началась легенда о скрытой рэп-войне, истории без явного финала. Сегодня оба продолжают музыку, но их имена все еще звучат рядом, как символ двух разных миров – дерзости и разума, вызова и сдержанности. И, возможно, именно это противостояние сделало их обоих сильнее, чем когда-либо. Бобби и Рави, когда рэп-баттл стал личным. Эта история началась не на сцене, а в строчках песен. Бобби уже набрал репутацию дерзкого айдола, который не боится задевать коллег. После его предыдущего трека, где он прошелся по гламурным айдолам, внимание снова обратилось к каждому его слову. И вот выходит новая композиция. Среди строчек фанаты услышали знакомые образы, намеки на группу VIXX и на ее участника Рави, известного своим стилем и танцевальными образами. Слова звучали как вызов: «Ты слишком увлекся блеском сцены, забыл, что рэп – это улица». Соцсети взорвались. Фанаты VIXX обвинили Бобби в высокомерии и неуважении. Айконы защищали своего кумира, утверждая, что он просто называет вещи своими именами. Но Рави не промолчал. Через несколько недель он выпустил трек с прямым названием «Diss Hater». Без упоминаний имен, но в каждой строчке чувствовалось раздражение и скрытая ирония. Он отвечал тем же оружием – музыкой. Так началась война без сцен и кулаков, но с рифмами, полными яда. Оба делали вид, что все под контролем, но фанаты читали между строк. Каждый новый куплет становился частью незримого диалога, вызова, ответа и снова вызова. Музыкальные площадки наполнились сравнениями: кто сильнее, кто честнее, кто настоящий рэпер. Медиа подогревали интерес, называя их
два полюса айдол-рэпа. И чем больше оба отрицали конфликт, тем сильнее публика в него верила. Позже, на одном из мероприятий, их посадили рядом. Оба вежливо кивнули, но в глазах читалось напряжение. Поклонники сделали сотни кадров, разбирая каждый взгляд, каждую улыбку, каждое движение губ. И хотя с годами конфликт затих, его след остался. Эта история показала, как одно неосторожное слово в песне может стать искрой, способной разжечь пламя между двумя артистами. Бобби продолжил свой путь в иконах, Рави ушел в сольное творчество. Но для фанатов они навсегда останутся участниками одной из самых напряженных рэп-историй кей-попа – битвы, в которой микрофон стал мечом. Дженни и Айрин – холодная вежливость под прожекторами. На сцене они выглядели идеально. Две королевы кей-попа – Дженни из Blackpink и Айрин из редакции Velvet. Обе красивы, талантливы, уверены в себе. Когда они появлялись вместе, казалось, что воздух вокруг искрится от гламура. Но с годами эта искра стала напоминать холодный лед. Фанаты начали замечать мелочи, мимолетные взгляды, натянутые улыбки, отсутствие общих фото. На совместных мероприятиях они стояли поодаль, избегали разговоров, и все выглядело слишком неестественно для двух звезд, которые должны представлять женскую солидарность кей-попа. Причина до конца неизвестна. Одни утверждали, что все началось с модных показов, там, где каждая хотела быть главной и единственной. Другие говорили о закулисной ревности. Дженни быстро стала лицом роскошных брендов, а Айрин, привыкшая быть первой, почувствовала угрозу. Ходили слухи и о старом интервью, где журналист невольно сравнил их внешность. Айрин ответила с легкой усмешкой, а Дженни – с холодным взглядом. Камера уловила этот момент, и фанаты тут же растащили кадр по форумам, превратив короткий миг в доказательство скрытой войны. С тех пор каждая совместная съемка напоминала ледяное противостояние. На премиях они обменивались формальными кивками. На сцене безупречная вежливость, но без тепла. Словно между ними стояла невидимая стена. Фанаты спорили. Одни уверяли, что это просто совпадение, другие, что между двумя королевами шоу-бизнеса не может быть дружбы. В мире, где красота и успех измеряются миллиметрами, даже легкий перевес одной вызывает бурю эмоций у другой. Интересно, что и Дженни, и Айрин всегда отрицали вражду. Но их молчание только усиливало разговоры. Порой именно отсутствие ответа звучит громче любых слов. В итоге они остались символами двух противоположных энергий, роскошной уверенности и холодного совершенства. И хотя ни одна из них никогда не сказала плохого слова о другой, мир кей-попа до сих пор помнит тот странный холод, что царил, когда Дженни и Айрин оказывались рядом. Именно тогда фанаты впервые поняли, в индустрии, где все решает имидж, настоящие эмоции прячут не под масками, а под идеальной улыбкой. Тэйон и Тиффани, когда дружба не выдержала света прожекторов. Когда-то они были неразлучны. Две девушки, которые вместе прошли через безумие славы, ранние дебюты и бесконечные гастроли. Тэйон и Тиффани – сердце группы «Сосиды». Они пели дуэтом, смеялись на эфирах, делились слезами в турах. Их дружбу называли крепче, чем у сестер. Но время изменило все. Чем выше поднималась группа, тем сильнее росло напряжение. Разные характеры, разные амбиции, разные пути к успеху. Тэйон была замкнутой и чувствительной, ей тяжело давались публичные конфликты. Тиффани – яркая, амбициозная, уверенная, привыкшая идти вперед без оглядки. Первый удар пришел неожиданно. После скандала,
связанного с неудачным постом Тиффани в день национального праздника, волна критики обрушилась не только на нее, но и на всю группу. И фанаты заметили, Тэйон не поддержала подругу публично. Молчание оказалось громче слов. В сети сразу появились слухи, между ними трещина. Говорили, что Тэйон устала от постоянного внимания к Тиффани, а Тиффани обиделась на отсутствие поддержки. На совместных эфирах холодная дистанция. На концертах натянутые взгляды, неестественные улыбки. Когда группа сделала паузу, стало ясно, дружба уже не та. Обе ушли в сольные проекты, но по-разному. Тэйон в глубокие эмоциональные песни, где каждая нота звучала как крик души. Тиффани в западный стиль, более дерзкий и независимый. Их дороги разошлись, но фанаты до сих пор ищут следы прошлого. На старых видео видно, как они переглядываются на сцене, с теплом, но и с болью. Словно каждая понимает, что больше ничего не вернуть. И, может быть, их конфликт не в ссоре, а в усталости. Усталости быть идеальными, дружить под камерами, жить в мире, где даже эмоции становятся частью контракта. Теперь они редко пересекаются. Но если где-то за кулисами Тэйон и Тиффани все-таки встречаются взглядами, там, вероятно, все еще живет память. Не о вражде, а о тех днях, когда дружба казалась вечной. Хёна и Хёнсен, когда страсть разрушила союз. Их дуэт называли идеальным. Хёна и Хёнсен из проекта Troublemaker вывели кей-поп на новый уровень. Смелость, чувственность, энергия. Каждое их выступление выглядело как сцена из фильма, где между двумя артистами горит настоящий огонь. Но за пределами сцены этот огонь сжигал все вокруг. По слухам, их отношения давно перестали быть лишь рабочими. Они проводили вместе больше времени, чем требовалось по контракту, и в индустрии начали шептаться, между ними не просто химия. Сначала фанаты радовались, ведь реальная связь делала их дуэт живым. Но с ростом популярности пришли и сомнения. Хёнсен все чаще пропускал репетиции, появлялись слухи о ссорах из-за ревности и усталости от постоянных домыслов. Хёна же, напротив, становилась еще более яркой и независимой, что только усиливало напряжение. На одном концерте все выглядело особенно странно. Их танец, обычно страстный и точный, превратился в неловкий обмен взглядами. Поклонники заметили, что Хёнсен избегает прикосновений, а Хёна едва сдерживает эмоции. На следующий день новостные порталы взорвались заголовками «В Troublemaker назревает разлад». Через время проект прекратил существование. А между артистами началось молчание, тяжелее любых слов. Фанаты гадали, то ли вмешались агентства, то ли личные чувства переросли в усталость. Позже, в интервью, Хёна призналась, некоторые вещи невозможно сохранить, даже если они начинались с любви. Этой фразы хватило, чтобы все стало ясно без прямых признаний. Так закончилась история самого страстного дуэта кей-попа, не из-за скандала, а потому что любовь и слава редко уживаются на одной сцене. Чимин и Тэмин – два танцора, одно дыхание соперничества. Иногда вражда не рождается из ненависти. Иногда она появляется там, где два таланта слишком похожи. Чимин из BTS и Тэмин из SHINee – именно такой случай. Они оба двигались по сцене так, будто танец – это их дыхание. Оба были совершенны, оба заставляли публику замирать. Но чем ближе становились их пути, тем сильнее росло напряжение. Сначала все выглядело как взаимное восхищение. Они хвалили друг друга, снимались на общих мероприятиях, улыбались на камеру. Но внутри индустрии давно шептали:
Между ними идет негласное соревнование, кто первый, кто лучше, кто вдохновляет, а кто повторяет. Когда BTS начали подниматься на мировой уровень, многие сравнили Чимина с Тэмином не только по стилю, но и по эмоциональной подаче. Эти сравнения больно ранили обоих. Фанаты делились на лагеря, спорили, кто настоящий король сцены. Каждый новый танец превращался в поединок, каждая премия – в подсчет голосов. Особенно запомнился момент на одной церемонии, где их группы выступали с разницей в несколько номеров. Тэмин отработал идеально, как всегда. Но когда на сцену вышел Чимин, камеры поймали его взгляд в сторону зрительного зала, где сидел Тэмин. И в этом взгляде было все – вызов, уважение и та самая тихая искра соперничества, которую не спрячешь. Ни один из них никогда не говорил о конфликте. Но фанаты замечали, они все реже упоминали друг друга в интервью, все меньше появлялись на одних мероприятиях. В индустрии это называли холодной конкуренцией, без слов, но с постоянным напряжением. И все же в этой истории нет злобы. Есть лишь два человека, которых объединяет сцена и разделяет амбиции. Они оба хотели быть лучшими. И, возможно, именно благодаря этой внутренней борьбе каждый из них стал тем, кем является сегодня, легендой своего поколения. IU и Суджи – две королевы, одно солнце. Их часто ставили рядом, как символы новой волны корейских дорам. IU – певица, актриса, воплощение нежности и глубины. Суджи – харизма, сила и уверенность, бывшая участница Miss Say, любимица брендов и режиссеров. На первый взгляд их связывала дружба. Они улыбались на премиях, обменивались комплиментами, даже появлялись на общих проектах. Но чем выше они поднимались, тем холоднее становились их отношения. Все началось с сериала, где обе рассматривались на одну и ту же главную роль. По слухам, IU утвердилась в последнюю минуту, хотя ранее обсуждали Суджи. Для публики просто профессиональное решение. Но за кулисами, как говорили инсайдеры, это стало началом напряжения. Через несколько месяцев фанаты заметили, что IU перестала лайкать посты Суджи, а Суджи упоминать IU в интервью. Появились слухи о ревности. IU стала любимицей режиссеров и критиков, а Суджи – лицом рекламы и моды. Обе добились успеха, но в совершенно разных мирах. И все же их пути постоянно пересекались. На одной премии, где обе получили награды, камеры уловили момент. IU тихо прошла мимо Суджи, слегка поклонилась, но не остановилась. Этого хватило, чтобы интернет взорвался. Фанаты начали спорить, кто из них проявил холод, а кто гордость. Ни одна не комментировала слухи. Но их молчание превратило обычное соперничество в драму. IU называли актрисой для души, Суджи – актрисой для камер. И каждая новая роль, каждая песня лишь добавляла масла в огонь. Прошли годы. Обе добились того, о чем мечтали, но их имена до сих пор звучат рядом, словно две стороны одного зеркала. Они не враги, но и не друзья. Их связывает невидимая нить, та, что соединяет тех, кто однажды стоял под одним светом и понял, солнце всегда одно. G-Dragon и Top, когда братство треснуло под тяжестью славы. Когда речь заходила о группе Big Bang, именно они двое всегда стояли в центре. G-Dragon – лидер, гений, визионер. Top – харизматичный рэпер с холодным взглядом и непредсказуемым характером. Их называли двумя половинами одного целого. На сцене они двигались в унисон, в песнях чувствовалось братство, которое невозможно подделать. Но чем громче становилась слава, тем тише становились их разговоры.
За внешним блеском скрывались усталость, разные взгляды на музыку и жизнь. G-Dragon хотел идти дальше, экспериментировать, ломать границы. Топ, наоборот, все чаще говорил, что хочет тишины, искусства, спокойствия. Между амбициями и поиском покоя пролегла трещина. Когда Топ столкнулся с личными трудностями и временно покинул сцену, фанаты заметили, G-Dragon избегает комментариев. Никаких слов поддержки, никаких упоминаний. Словно тот, кто когда-то называл его братом, просто отступил. Эта тишина ударила сильнее любых слов. Потом начались слухи. Кто-то говорил, что они поссорились из-за творческих разногласий. Кто-то, что G-Dragon чувствовал себя преданным, ведь Топ выбрал уединение, когда группе было труднее всего. Другие, наоборот, уверяли, что G-Dragon устал вытаскивать на себе всех и просто закрылся от всех эмоций. Когда Big Bang вернулись с новым релизом, оба снова появились на экране. Все выглядело профессионально, но без прежнего тепла. Больше не было тех взглядов, которыми они когда-то обменивались на сцене. Была только работа, без слов, без улыбок, без следов прошлого. И все же, несмотря на холод, видно, что между ними осталась невидимая связь. Та, что бывает только у людей, прошедших сквозь одни и те же бури. Даже если дружба иссякла, память о былом братстве навсегда осталась в музыке, которую они создали вместе. И, может быть, однажды, когда слава перестанет давить, а время сотрет обиды, они снова посмотрят друг на друга не как артисты, а как люди, которые когда-то изменили целую эпоху. Тэйон и Бэкхён – любовь, которая обернулась холодом. Их история начиналась как сказка. Две звезды под одним небом, Тэйон из группы Сосиды и Бэкхён из Экса. Он – юный, харизматичный вокалист, покоривший сердце фанатов. Она – зрелая, уважаемая артистка с огромным опытом и хрупкой душой. Когда в сети появились их первые фото, казалось, что весь мир затаил дыхание. Но этот роман стал не началом счастья, а началом войны с фанатами. Поклонники Экса приняли новость болезненно. Некоторые чувствовали себя преданными, ведь Бэкхён считался недосягаемым. Фанаты Тэйон переживали не меньше, боялись, что ее обвинят в разрушении идеала группы. Пара старалась держаться. Они встречались тайно, под прикрытием ночи, избегая камер и журналистов. Но правда все равно всплыла, и тогда им пришлось пережить то, чего не пожелал бы никто. Оскорбления, давление, злость, тысячи комментариев, где вместо поддержки звучали лишь упреки. Постепенно оба начали меняться. Бэкхён стал молчаливее, Тэйон – закрытой. Их общие фото исчезли, а на концертах они избегали взглядов друг друга. Через несколько месяцев агентства объявили о расставании. Причина – занятость и несовпадение графиков. Но всем было ясно, виновата не работа, а фанатская буря, которая смела все. После разрыва они больше не говорили о прошлом. Ни намеков, ни признаний, только редкие пересечения на мероприятиях. Фанаты замечали, как Тэйон отворачивалась, когда Бэкхён проходил мимо. А он делал вид, будто не замечает. И все же в их песнях остались следы тех времен. В голосе Тэйон – тихая боль. В песнях Бэкхёна – грусть, будто о ком-то, кого уже нельзя вернуть. Эта история стала напоминанием. В мире айдолов любовь – это не награда, а испытание. И не все выдерживают его до конца. Дженни или Минхо – тень слухов, которых никто не опроверг.
Иногда враги не обмениваются словами. Иногда между ними лишь тишина, в которой чувствуется все – обида, напряжение и недосказанность. Такой была история Дженни из Blackpink и актера Ли Мин Хо, двух кумиров, которые однажды оказались по разные стороны экрана. Началось все с одной встречи. По словам инсайдеров, Дженни и Ли Мин Хо были приглашены на частный ужин после мероприятия модного бренда. Их посадили рядом, два символа корейской индустрии, два человека, привыкших к вниманию миллионов. Сначала все шло идеально – легкий разговор, смех, фотовспышки. Но что-то в тот вечер пошло не так. Через несколько дней журналисты написали о неприятной перепалке. Говорили, будто Дженни показалась холодной и равнодушной. А Ли Мин Хо воспринял это как неуважение. Никто не подтвердил эти слова. Но слух мгновенно облетел Сеул. Позже их случайно свели снова, на одном из показов в Париже. И камеры уловили тот самый момент. Дженни проходит мимо, будто не замечая Ли Мин Хо. А он лишь слегка усмехается, сдержанно и холодно. Фото разошлось по сети, и тысячи фанатов начали строить догадки. Кто-то говорил, что Ли Мин Хо был приглашен в рекламную кампанию, где изначально рассматривалась Дженни. Но ее заменили им, что якобы стало причиной скрытого напряжения. Другие утверждали, что они просто не сошлись характерами еще при первом знакомстве. Ни один из них никогда не прокомментировал историю. Но их поведение говорило громче слов. На всех мероприятиях, где они оказывались вместе, они держались на расстоянии. Словно между ними стояла невидимая стена. Фанаты называли это молчаливой войной. Без обвинений, без интервью. Только взгляды, которые длились доли секунд. И все же рассказывали больше, чем целые статьи. Прошло несколько лет, но тот холод до сих пор не забыт. Когда их имена появляются в одном контексте. Люди вспоминают ту историю, о которой никто так и не рассказал правду. И, возможно, в этом и есть сила слухов. Иногда именно тишина превращает их в легенду.